Всем привет! В эфире Друзья, как вы помните, предыдущий выпуск обзора был относительно легким и спокойным. Сегодня же речь пойдет о более суровых командах, выпустивших на этой неделе свои новые диски. Но для начала немного индастриала и рэп-кора. Тоже, надо сказать, далеко не радужного. Смотрим! Открывает обзор молодая американская команда, записавшая яркий дебютный полноформат. Парни рубят мощный и заводной индастриал, естественно, активно используя электронику. Примечательно, что музыканты не придерживаются каких-либо стилистических рамок, и на альбоме можно услышать элементы таких разных жанров, как дабстеп и хард-рок. Focus up, gotta be ready for the time it opens up. No time for a slow poke holding up. Like 4 flat tires and you're rolling up. No, you'll be left behind. No time like the press to start the climb. I'm self-made and I'm in the race. Совсем недавно, а именно в марте текущего года, эта молодая группа из Америки выпустила дебютный и весьма удачный мини-альбом. А сейчас, спустя всего несколько месяцев, музыканты представили свою дебютную полноформатную пластинку, которая, надо сказать, получилась не менее проработанной и интересной. Помимо 5 треков, уже знакомых нам по первой работе команды, на альбоме предложены 8 новых полноценных композиций, половина из которых записана совместно с гостевыми участниками. Легендарная американская банда, известная своими музыкальными экспериментами, записала 10-й студийный альбом. Сказать, что новый диск получился необычным, это не сказать ровным счетом ничего. Здесь можно услышать элементы альтернативы, рэп-кор, нью-метал, панк-рок и регги. Альбом неоднозначен, и его довольно сложно рассматривать как единое целое. Уж слишком много всего в нем понамешано, но в целом весьма интересен. I'm not a disease, I know you hate me. Yet I don't give a fuck, just fucking pay me. Hate me, I'm ready to erupt like Четвертый полноформатный альбом выпустила не менее популярная команда из Штатов. Участники этой группы исполняют сложный и качественный прогрессив-металкор с элементами джент, а в раннем творчестве коллектива нередко встречались отголоски пост-хардкор. Музыканты искусно смешивают мощные гитарные рифы с жесткими брейками ударных и электроникой. Добавим к этому сильный и отреченный вокал, и в результате получим достойный альбом яркого представителя жанра. Молодая, но уже успевшая себя зарекомендовать американская прогрессив-дэт-метал группа записала второй полноформат. Коллектив был образован в 2012-м и уже через год своими силами выпустил дебютный мини-альбом, который получил весьма высокие оценки критиков. Что неудивительно, ведь до участия в этом проекте все музыканты уже исполняли схожую по жанру музыку в различных группах.
Глубокий, продуманный и высококачественный альбом, который, без сомнения, понравится всем ценителям данного направления. Суровый и забойный студийный альбом записали музыканты из Новой Зеландии. Команда была образована в 2005 году, однако за время всего своего существования выпустила лишь мини-альбом в 2009 и этот дебютный полноформат, который, стоит отметить, удался парням на все 100. Основными жанрами, которые участники коллектива смешивают в своем творчестве, являются прогрессив-металл, грув-металл и металкор. Ну а среди особенностей альбома хотелось бы выделить очень удачное сочетание мелодичности и агрессии. Известная команда из Штатов, образовавшаяся в 2005-м, выпустила 4-й полноформатный альбом. Группа известна не только своим ярким и заслуживающим уважения творчеством, но и тем, что именно благодаря ей, а точнее гитаристу и лидеру команды Мише Мансуру, был введен термин «джент», обозначающий характерный прием игры на электрогитаре с пониженным строем. Коллектив также отличается своей довольно высокой продуктивностью. За последние 8 лет им было выпущено 3 мини-альбома и 4 полноформата, предпоследний из которых, изданный в прошлом году, был двойным. Дебютный полноформатный альбом записала молодая команда из Греции. Участники коллектива исполняют добротную смесь мелодик и прогрессив дэт-металл, изредка граничащую с дэткор. Мрачные мотивы, не менее мрачный вокал, тягучие клавишные партии, свойственные жанру дум-металл, жесткие рваные гитарные рифы. Всем этим просто пропитан альбом этой зачетной группы. Ну и напоследок второй полноформатный альбом от молодого, но вместе с тем легендарного прогрессив мелодик дэт-металл проекта из Швеции. А легендарность его заключается в составе. Это всего лишь 2 человека. Гитарист Рагнар Видерберг, который отвечает за бас и гитары, и мультиинструменталист Дан Свана, отвечающий за вокал, клавиши и ударные. Чтобы рассказать о всех проектах, к которым причастен последний, не хватит и целого выпуска нашей передачи, потому как по официальным данным их более 80. Ну а что касается нового альбома, то он получился ярким, мощным и насыщенным, в чем можно было и не сомневаться. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-паблика ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!